На брифинге 1 октября 2020 года защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян, ссылаясь на многочисленные источники о переброске наемников в зону военных действий в Арцахе, заявил о возможной гуманитарной катастрофе, сопровождающейся не только человеческими жертвами, но и жестокостью и разрушениями. За день до этого уже Министерство иностранных дел России и Ирана выразили обеспокоенность в связи с созданием долговременных угроз для безопасности всех стран региона по причине прибытия боевиков из Сирии и Ливии. На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил: «Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе, провинция на юге Турции, с целью присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно». Через несколько минут пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила о наличии информации переброски боевиков в зону военных действий и у российской стороны. Давайте проследим, как развивалась ситуация вокруг привлечения сирийских боевиков Азербайджаном. Уже в начале сентября появляется информация о возможной переброске протурецких вооруженных формирований из зоны конфликта в Сирии. 1 сентября российское издание «Независимая газета» опубликовало большой материал, ссылаясь на информацию с телеграм-каналов. Кстати, там уже говорилось о привлечении отряда «Султан Мурад», доказательства о котором всплыли позднее. МИД Республики Армения не раз заявлял о возможной вербовке террористов со стороны Турции для отправки в Азербайджан. А 13 сентября на пресс-конференции в Египте Зохраб Нацаканян заявляла о реальной угрозе включения в конфликт исламистских группировок. Но позиция МИДа Республики Армения была во многом проигнорирована. Вследствие агрессии Азербайджана против Республики Арцах подозрения в участии протурецких наемников начали подтверждаться, хотя и фрагментарно. Guardian, Reuters и BBC представили доказательства факта вербовки боевиков с ведомства турецкого командования и сирийской национальной армии в городах Азаз и Джараблус из числа местных туркоманов. В дальнейшем их группы перебрасывались на самолетах из крупного турецкого города Газиантеп военными транспортными самолетами в Азербайджан. 1 октября Газиантеп упомянул Макрон. Согласно постоянно муссируемым международным сведениям, речь, видимо, идет о 3-4 тысячах наемниках, которые были наняты для участия в войне против Арцаха и Армении за 1500 до 2000 долларов США. Французский журналист Гийом Перье дает в информационно-политическом журнале Le Express примерно ту же информацию, что источник турецкой службы BBC. По словам собеседников журналиста, на местах на севере Сирии были наняты около 1000 бойцов, и уже начиная с 18 сентября их переправляли на самолетах в Азербайджан. Несмотря на постоянные опровержения турецкой и азербайджанской сторон, из различных источников стали известны новые подробности об отдельных личностях и целых группах террористов. С 28 сентября Организация по правам человека Африи Сирия регулярно публиковала материалы о группах, переброшенных в Азербайджан, и отдельных лицах. Сирийский журналист Хусейн Акуш опубликовал в своем аккаунте в Твиттер сообщение о смерти одного из боевиков. Такая же информация не раз публиковала на странице Твиттер аккаунта Idlib Post. На сайте Flight Radar был замечен прямой рейс из Триполи в Баку. Таким образом, собралась довольно серьезная доказательная база, которая была подтверждена международными ведомствами Франции, России и США. Но переброска боевиков не прекращается. 1 октября была опубликована информация об отправке турецкой третьей партии боевиков из групп Султан Шах и Хамзат, что грозит углублением кризиса и катастрофическими последствиями для всего региона. Это обстоятельство в лишний раз подтверждает слова премьер-министра Армении о том, что граница Арцаха стала цивилизационной передовой. Арцах противостоит международному терроризму, цели которого не разделены геополитическими границами.